Вы будете стажером у нашей основательницы Джулс Остин. Бен, а что у тебя? Я буду личным помощником. Класс. Чьим? Джулс Остин. Не повезло. Держись. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Стажер» 2015 года, «Teen Turn» – комедийный фильм сценариста и режиссера Нэнси Мейерс, известный по таким фильмам, как «Любовь по правилам и без» 2003 года, «Отпуск по обмену» 2006 года, «Чего хотят женщины» 2000 года и других. Слоган комедии «Стажер», бюджет которой составил $35 миллионов, опыт всегда в моде, что и попробует доказать 70-летний стажер в исполнении Де Ниро. Как всего за одно поколение мужчины превратились из Джеков Николсонов и Харрисонов Фордов. Вы на него смотрите и учитесь, мальчики, ведь он, по-моему, реально крутой. «Стажер» — это такой антагонист картины «Дьявол носит Прада» 2006 года. И дело даже не в наличии тут и там актрисы Энн Хэтэуэй, выступающей во втором случае тем же стажером при героине Мэрил Стрип. В отличие от «Дьявол носит Прада», новая картина Нэнси Мейерс не ставит во главу угла конфликт. Коллизии в «Стажере» очаровательны своей легкостью. Приехали? Да. Я храпела? Нет, тихонько спали. Извините. Ну что, Я развлекла вас? весьма. Фильм «Стажер», актеры и роли. Роберт Де Ниро, Бен Уитакер, пенсионер-стажер. Энн Хэтэуэй, Джулс Остин, владелец интернет-магазина одежды. Рене Руссо, Фиона, массажист. Андерс Холм, Мэтт, муж Джулс. Джорджа Кушнер, Пейдж, дочь Джулс и Мэтта. Эндрю Рейнольдс, Кэмерон, сотрудник интернет-магазина. Адам Дивайн, Джейсон, сотрудник интернет-магазина. Зак Перлон, Дэвис, стажер. Джейсон Орли, Льюис, сотрудник интернет-магазина. Кристина Шерер, Бекки Скотт, секретарь Джулс. Вы знали, что у нее степень по предпринимательству? Я знаю. Я про это забыла, но знала. Я ее похвалю. Было бы замечательно. Прежде чем предложить роль Бена Уитакера в «Стажере» Роберта Де Ниро, Нэнси Мейерс предлагала ее Джеку Николсону. Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй изучали китайское боевое искусство Тань-Дзюань под руководством Тиффани Чен, дочери мастера Тань-Дзюань Уильяма Си Чена. Дрена, приемная дочь Роберта Де Ниро, играет в фильме «Стажер» менеджера отеля. Первоначально на роль Джулс рассматривался Риз Уизерспун, но она покинула проект, и роль досталась Энн Хэтэуэй. Кто? Бен, твой стажер. Бен Уитакер. Кое-кто ужасно рад. Блестяще, спасибо! Лучшее событие этой недели. Поначалу предполагалось, что фильм «Стажер» снимет кинокомпания Paramount Pictures, а в главной роли снимется Тина Фей. Комедия «Стажер» – третья совместная работа Роберта Де Ниро и Рене Руссо. Они уже снимались вместе в комедийном боевике Тома Дэя «Шоу начинается» 2002 года и приключенческой комедии Деза Макануфа «Приключения Рокки и Булвинкля» 2000 года. Вот здесь. Вот так. Ну, а как вам, Бен? Вообще-то здорово. Прикройся. Тут мышцы напряжены. Теперь лучше. Просто великолепно. Еще один бойкий старичок у нас появился. Фильм «Стажер». Сюжет. 70-летний вдовец Бен Уитакер, Роберт Де Ниро, счастливый человек с размеренным образом жизни. Бизнес, которым он занимался всю жизнь, уже давно не существует, и герой буквально мается от безделья. А чтобы совсем не заскучать на пенсии, решает снова пойти работать и устраивается стажером по специальной программе в крупный интернет-магазин модной одежды под руководством молодой и амбициозной основательницы Джулс Остин, Энн Хэтэуэй, и становится ее личным помощником. Джулс поначалу не воспринимает Бена серьезно и относится к нему как к бесполезному сотруднику, но в итоге все оказывается совсем наоборот, и только Бен может помочь директору компании спасти бизнес от краха. Между главными героями фильма возникает продуктивный союз, и каждый из этой пары помогает друг другу на протяжении всего фильма и оказывается необходим партнером. И хотя Уитакер практически ничего не знает о сетевой коммерции, его харизма, старомодное обаяние, огромный жизненный опыт, мужественность и отеческая забота сражают Джулс. Все это делает Бена полезным и просто незаменимым и для других молодых сотрудников компании, от руководительницы до секретаря. Для Джулс Бен становится жизненно необходимым, ведь ей не хватило материнской любви. Бен оказывается тем, кто может по-отечески выслушать, пожалеть и поддержать основательницу компании в сложный момент ее жизни. Я избавлю вас от этого страха. Прямо сейчас. Вас похоронят рядом со мной и Молли. Участок большое, место есть.
Я вам так благодарна, вы просто... Фильм «Стажер» 2015 года с выгодной стороны показывает женщин, которые отлично руководят компаниями, как и мужчины, и пенсионеров, которые имеют право на достойную работу, так же как и молодежь. Это простое кино удивительно тонко поднимает серьезные вопросы. Как жить людям на пенсии, как старшему поколению полноценно участвовать в современной жизни и как людям разных поколений найти общий язык. «Стажер» 2015 года не просто душевный, но и полезный фильм про бизнес, о том, как опыт и ценности старшего поколения могут пригодиться в предпринимательстве. Фильм «Стажер» хорошо передает атмосферу дружного коллектива и раскрывает тему наставничества и сотрудничества. Прекрасно подобранные актеры раскрывают эту поучительную историю. У главных героев есть чему поучиться. И можно уже запускать свой стартап. Нужно только найти своего харизматичного стажера. Вы приехали, чтобы услышать то, что я сказал. Да. И может еще потому, что вы мой... Стажер. Я хотела сказать стажер и лучший друг.